Вчера в Украине окончательно случился Малый день Победы. Херсон, единственный областной центр, захваченный с 24 февраля, был освобожден и теперь находится под контролем ВСУ. Откуда тут столь неожиданное словосочетание «окончательно случился»? Оно здесь потому, что освобождение Херсона не похоже на предыдущую большую победу ВСУ. Не похоже на произошедшее в Харьковской области. Момент, когда Россия уже потеряла контроль над Херсоном, с моментом, когда в Херсон вошла украинская армия, а над городом поднялись украинские флаги, эти два момента разнесены по времени на несколько дней. На те несколько дней, в которые и эксперты, и официальные лица Украины высказывались очень осторожно. А среди тех, кто поддерживает в этой войне Украину, не было такого же эмоционального подъема, какой мы видели после прошлых побед. Зная российскую армию и ее руководство, все нервно ожидали любой подлянки. Но со вчерашнего дня можно говорить определенно: Херсон в полной мере под контролем Украины. В очередной раз в этой войне мы увидели, насколько далек от реальности нарратив пропаганды о русских людях, которые 30 лет только и ждали возвращения в родную гавань, но находились в Херсоне, например. Украинская армия не захватывает город, она входит к себе домой. Город, в котором любое выражение лояльности Украине еще неделю назад грозило тяжкими последствиями, вплоть до смерти. Этот город за считанные часы расцвел украинскими флагами, которые где-то сохранили. На улицах стихийный карнавал. Люди встречают освободителей. 142-й центр прилітає з Херсона! Не розламайте! 142-й центр, не тільки навчаємо, а ще й працюємо! Ми в Херсоні. Люди починають зустрічатись, прапорами вітають. Здорово! Здорово! Героям слава! Приезжаем, приезжаем! Любимо вас! Поїхали! Все, нам їхати далі! Да. Це буде Україна! Слава! Ебануться, ти знімаєш, ні? Все, стоп, дальше, не можна тут зупинятися. Дякуємо вам, дякуємо, Спасибо, ви не представляєте, я рада, що прийшли. Раді бачити вдома. Раді. Зараз привезуть. Ой, родненькі, ой, божечки, ой, милочки. Наші хлопці. Як ми вас довго ждали. Все вже є. Все вже заїжджаємо. Привіт. Це Україна. Нас багато. Так. Багато, зараз приїжджають перший екіпаж. Наші теж воюють, хлопчики молодці. Золоті ви наші. Дорогі. Хлопчики. Боже, наші. Як знову получилось.
на вас, Боже. Боже, скільки вас. Та нас так тут мало осталося. Давайте в Україні. Слава нації, прийшлось нещадно війну застати. Тримайте, це вам. Тримайте. А ну дай хоч помовчи. Освобождение Херсона не перелом в войне. Это лишь один из симптомов того перелома, который начался еще в июле, когда наступление российской армии захлебнулось на всех направлениях, когда та перешла к оборонительным боям. С тех пор перелом просто развивался дальше. Но на политическом поле это, конечно, перелом из переломов. Херсон и без того был утешительным призом. С Киевом не вышло, с Харьковом не получилось, Одесса и Николаев тоже как-то снялись с повестки дня. Зато все критики, перечисляя провалы и неудачи, вынуждены добавлять, кроме Херсона. Не бог весь какой мегаполис, довоенным населением с город Химки, но со статусом областного центра хотя бы. Теперь нет даже этого. Сложно сказать, каковы будут последствия для внутренней политики, для мобилизации, для морального духа войск, но они точно будут. Прежде чем мы перейдем к тому, как сознание сторонников войны пытается вырулить из очередного и крупнейшего поражения, нужно спросить себя, нормально ли российскому гражданину, российскому патриоту настоящему, радоваться успехам ВСУ? Нормально ли радоваться тому, что территория Российской Федерации по версии Конституции все больше переходит в абстракцию? Это не просто нормально, это единственно верно. Поражение, унижение, явные провалы, от которых не отбрехаешься, все, что бьет лично по Путину, все это мешает Путину вести войну дальше. Это снижает мотивацию действующей армии, многократно усложняет мобилизацию, ведь все хотят поучаствовать в победе, но никто не хочет погибнуть за провал. Это вносит разброд и шатание в элиты. Чем сложнее Путину вести войну, тем ближе ее конец. Тем ближе конец смертям десятков тысяч украинцев и россиян. И конец горя десятков миллионов. Тем больше шансов у России после Путина вытащить себя за волосы из этого болота и вновь вернуться к состоянию какой-то нормальной страны. Патриот России сегодня на стороне украинской армии, которая освобождает свои города и свою территорию и прекращает там страдания людей. Это парадокс, но это факт. Все 8 месяцев войны мы с вами на этом канале пытаемся спокойно и рационально разбираться в том, что происходит на фронтах. Какие процессы в стране и ее руководстве привели к войне и что, собственно, может происходить дальше. Про отступление из Херсона и его последствия мы тоже много говорили, еще в конце лета, когда появились все признаки того, что Херсонскую область вооруженные силы России все-таки не удержат, особенно сам город Херсон. Сдача Херсона для нас, конечно, стала новостью, но вовсе не какой-то шокирующей. А вот у кого действительно был шок, так это у авторов и аудиторий провоенных Z-каналов. Каждое героическое отступление, перегруппировка и маневр для них как гром среди ясного неба. Для них это повод для вселенской скорби и постов в духе «стиснем зубы и верим в победу». Пропаганда и власть настолько странно чуть ли не каждый день переставляют границы России, что даже Z-публика и военкоры им уже не верят.
Военкоры в основном поддерживали нарратив Шойгу и Суровикина о том, что удерживать город нет смысла и отступление только на пользу. Но несмотря на это, как только появилась новость о сдаче Херсона, в Z-пабликах возникло сразу несколько альтернативных и конспирологических версий происходящего. Давайте посмотрим, как измученная госканалами радикальная публика пытается объяснить себе самое масштабное на данный момент поражение этой войны. Пожалуй, самый показательный момент во всей реакции – это вот этот кусок эфира на НТВ, где Андрей Норкин цитирует Лентач. Стало известно о решении Министерства обороны нашего, о том, что мы выводим войска с правого берега Днепра, то есть мы оставляем Херсон и занимаем оборону на левом берегу. Значит, если вы ждете, что я сейчас вам объясню свое отношение к этому, то я вам ничего не скажу. Но объясню почему. Если я поддерживаю это решение и говорю, что Министерство обороны поступает правильно, оставляя Херсон, то получается, что это публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. В нашем Уголовном кодексе это статья 280, часть 1. Я специально сегодня утром проверял. Несколько лет лишения свободы. Если я не поддерживаю это решение, я считаю, что Министерство обороны поступило неправильно, оставляя Херсон, это публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил. Та же самая 280-я статья, только часть 3. Срок лишения свободы приблизительно такой же. Я в тюрьму не хочу. Поэтому сейчас мы посмотрим сюжет, а потом мы предоставим слово нашим уважаемым экспертам. Это не просто цитата мема из интернета. Это ведь мем про свободу слова и безумное законодательство, которое ее ограничивает. Это прямая критика политики государства по этому поводу. И звучит она на федеральном телевидении от одного из главных ведущих. А уж концовка, где он передает слово уважаемым экспертам. Это вообще шедевр, который стоит пересмотреть еще раз. Поэтому сейчас мы посмотрим сюжет, а потом мы предоставим слово нашим уважаемым экспертам. Но, конечно, не все редакции такие. Посмотрим другие. Многие крупные провластные каналы в Телеграме активно поддерживают и развивают идею о том, что отступление из Херсона – это печальный, но необходимый и стратегически верный шаг командования. Некоторые стали клеймить каких-то неназванных генералов за то, что те взяли город, который так сложно удерживать. Забыв при этом, что весной по плану так-то планировались Николаев с Одессой брать и Киев, так что Херсон должен был быстро стать глубочайшим тылом. Но у огромного количества сторонников русского мира официальная версия вызвала вопросики, главные из которых можно сформулировать так. Почему город, который с помпой только что объявили частью России, сдают без всякого сопротивления? Зачем тогда было его присоединять? Как вообще до такого дошло? Некоторые провоенные эксперты, как это уже было во время героического отступления из Харьковской области и из Лимана, выдают посты, в которых есть действительно правдивые моменты. Вот, например, постоянные атаки с целью улучшить тактическое положение или просто отчитаться об успехе приводят к растрате ресурсов, но никак не к разгрому врага или прорыву фронта. Из-за отсутствия достаточного количества орланов и других беспилотников самолетного типа полностью отсутствует контрбатарейная борьба, наши войска просто не видят, что происходит у врага в тылу. Причины этого лежат в естественном отборе, который должен, наконец, выбраковать всех тех никудышных командиров и политиков-лизоблюдов, отправив их на свалку истории. Причины этого лежат в ситуативной политической и военной импотенции, которую породила вера в собственную исключительность, непогрешимость и неуязвимость. Нормальное такое заявление, кстати. Да. Гораздо более популярной стала теория о том, что уход из Херсона без боя – это часть больших закулисных договоренностей между Москвой, Киевом и Вашингтоном. Слив и договорняк, как называют это разгневанные зетники. Коллеги, еще вчера к 5 вечера было ясно, что произошел договорняк и размен. Теперь ВСУ легко могут заходить даже в Херсон. Пишут, что ОП договорились с россиянами, и никто не обстреливает уходящие подразделения вооруженных сил России. На зиму будет заморозка боевых действий, они станут более низкоинтенсивными. Это и так понятно, но в целом будет еще огромное количество Минсков, значит,
Стамбулов, зерновых сделок, в результате которых Путин отдаст вообще все. И Крым, и Крым. В чем у этого договорника выгода для российских властей, не совсем понятно. Может, снятие санкций, может, еще какие-то геополитические преференции. Этого, значит, вот сомневающиеся не знают. Когда имеешь дело с мировой закулисой, всегда надо оставить место загадке, но быть начеку. Одно понятно – это предательство самой идеи русского мира и всей миссии России по противостоянию Западу, сатане и прочим подсвинкам. Стая лающих псов из западной псарни. Разномастная свора хрюкающих подсвинков. Прислужники дьявола. Мы стали сильнее. И чище подсвинки. Харкающие подсвинки. Идея предательства и тайного договорника во власти не нова. И возрождается после каждого поражения, начиная с отступления из-под Киева. В нее замешивают и реальные договоренности, например, зерновую сделку, и полностью вымышленные. Заодно вспоминают о хасавюртовском мире, который закончил Первую Чеченскую войну, опасаясь, что все снова, значит, идет к такому же мирному соглашению, которое в будущем сулит, значит, новые проблемы по мере зетников, по мнению, значит, этих вот всех зетников. Причем эта теория постоянно находит в себе новые аргументы. Не может часть провоенной аудитории поверить, что очередное отступление происходит просто из-за слабости российской армии, из-за ошибок командования или из-за доблести ВСУ и бездарного планирования российским руководством всей войны. Гораздо проще обвинить во всем коварный Вашингтон, который настолько коварный, что не только вынудил Россию начать войну, но теперь еще и заставляет в ней позорно проигрывать. Сообщение о том, что украинские войска обстреливают отступающую российскую армию, и о том, что на Перекопском перешейке в Крыму уже роют окопы, как-то не бьются с теорией о договорнике. В чем договоренности тогда? Это только у нас с вами не бьются, а у конспирологов отличненько бьются. Договоренность была, но нехорошие, значит, вот партнеры нарушили ее, как всегда. Вот так. Или это может быть еще влияние каких-то мифических третьих сил, может быть, англосаксов, например. Договорняк, значит, вышел из-под контроля. По нашим данным, по их данным, значит, все должно было выглядеть так. Вооруженные силы плавно выходят, ВСУ медленно заходят в течение 3 дней. Но тут третья сторона начала пулять по всем, особенно по отходящим плавно вооруженным силам России, которые были уверены, что все договорено. Итог – мягкий отход превратился в жесткое быстрое отступление. Вот. Вторая теория. Теория эта самовоспроизводится после каждого отступления российской армии и заключается в том, что все это ловушка. Что это мы заманиваем, значит, ВСУ в удобное для нас место. Что сейчас вот-вот и разбомбим их, свяжем боем, запрем их войска и все, победа в кармане. По поводу Херсона, значит. Все так ждут нашего мнения, комментария, взрываются. Наше мнение. Мы верим, что это все не просто так, и это хитрый план. Многие подписчики просят прокомментировать выход из Херсона. Если честно, я до конца верил, что это обманный маневр. Частично эта версия стала даже официальной версией, когда военкор ВГТРК Руденко написал: значит, оставив Херсон, мы сковали большую группировку врага на этом направлении. Потому что ВСУ не сможет вывести оттуда войска, опасаясь, что Россия снова займет Херсон. Про то, что это не отступление, а такой хитрый план, что мы, значит, заманиваем врага в котел, что Украина, наступая, несет невосполнимые потери и загоняет себя в ловушку. Про все это уже неоднократно говорили. Говорили и когда сдавали Балаклею, Купянск, Лиман. Теперь того же, значит, ждут от сдачи Херсона. Но, кажется, надежда на коварную многоходовочку покидает даже самых рьяных сторонников войны. Потому что за все 8 месяцев никаких хитрых операций и ловушек так и не случилось. Никаких тактических гамбитов не произошло. Российское командование просто не умеет просчитывать противника на несколько ходов. Не способно на это.
Ну, или, может, не хочет. Ну, или там, скорее всего, конечно, не может. Заведомо проигрышно смотрится попытка снова сказать, значит, подождите, сейчас мы им покажем, или продать аудитории российские флаги над какой-нибудь Павловкой или селом Опытное в Донецкой области, как, значит, равноценную победу в ответ на потерю областного центра. Многие каналы вот постоянно писали, а вот смотрите, в Павловке флаг над тем, что было когда-то там зданием райсовета или что-то типа того. Третья теория, объясняющая поражение в Херсонщине – тотальный обман, которым окружили президента России. Сначала его вынудили вступить в войну с заведомо проигрышным размахом, а потом не дали нормально эту войну вести бедному нашему Владимиру Владимировичу. Весь смысл этой теории максимально подробно изложен в посте российского писателя и по совместительству военного преступника Захара Прилепина. Целиком мы его вам цитировать не будем, там простыня довольно длинная, но перескажу, уж извините, суть. Ну, раз уж мы об этом говорим, придется пересказать. Значит, началось все с того, что главнокомандующего ввели в заблуждение. Убедили, что нужно сразу пытаться взять Киев, и там точно случится обязательно госпереворот. Кто именно ввел в заблуждение, непонятно, но тут не без участия иностранной разведки обошлось. Затем президента еще раз ввели в заблуждение, когда он думал, что идея предложить генералам ВСУ переговоры хорошая. А потом в третий раз обманули Путина, когда убедили, что если вывести войска с севера страны, то тогда точно получится отвоевать Донбасс. А еще потом четвертый раз обманули бедного Путина, когда докладывали, что под Харьковом все в порядке. И пятый раз обманули Путина, внушив ему, что на этом наступление украинской армии закончится. Ну и чтобы 2 раза не вставать, заодно эти некто предательские убедили Путина в том, что нужно принимать Херсонскую область в состав России. Вот. А президент, бедный, наивный, раз за разом вот с готовностью входил в эти заблуждения и заблудился окончательно, кажется, уже. И хотя заканчивает Прилепин обнадеживающим «мы точно победим», осадок от такой теории у читателя должен оставаться, конечно, не самый сладкий. Очень понятно, откуда берется такая разноголосица. Когда мы говорим, что наш режим не умеет воевать, не надо думать, что речь только про армию. Речь о пропаганде тоже. В пропаганде очень легко работать с Крымом. Есть понятный результат. Большой и красивый Крым, который ассоциируется главным зрителем, старшим поколением, со всесоюзной здравницей, с Артеком, с теплыми воспоминаниями детства и юности. И эта кладезь воспоминаний перешла под контроль России. Перешла целой, невредимой и практически бескровно. Совершенно неважно в данном случае, что вы говорили, и как объясняли, и как менялись ваши версии. Никто не вспомнит, куда уехали поезда бандеровцев, призванные навести геноцид на русскоязычных жителей Крыма. Никто не вспомнит отряды самообороны и без опознавательных знаков. Спустя всего несколько месяцев можно выйти и сказать как есть. Да, мы отжали кусок чужой территории, потому что мы можем. Потому что вот империю возрождаем. И не поспоришь, вот кусок действительно отжат. И никто не полезет в архивы Первого канала за март 2014 и не будет спрашивать: «Ау, а как же так? Чего же вы так врали-то?» Ну, никто, кроме либералов, нас, значит, не полезет. А почему? Потому что, когда есть победа, то любое вранье становится для массового зрителя стратегической хитростью. А с чем сегодня имеет дело пропаганда? Она между молотом и наковальней находится. С одной стороны, у нее зритель, который устал и раздражен, которому Киев не принесли, а вот повестку из военкомата как раз принесли или собираются, который, в общем, уже понял, что эта затяжная и кровавая баня ничем путным не закончится. С другой стороны, ситуация настолько паршивая, что вариант просто отовраться тоже не работает. В этом большая проблема войны. Война не может целиком жить в телевизоре. На войне всегда есть результат. Над каким-то городом обязательно будут чьи-то флаги. А ситуация, когда у вас над городом чужие флаги, но вы продолжаете считать его своей административной единицей, своей территории, привычная во всех других случаях ситуация подмены реальности бумажкой, в данном случае только добавляет вам унижение. Представьте себе, ведь у Херсона продолжит существовать российская администрация, городской бюджет, в его отношении продолжат приниматься какие-то нормативные акты.
до самого конца режима Путина будет два Херсона. Физический Херсон, украинский, и российский Херсон в документообороте существующем. Не видно причин, почему муниципальный совет Херсона в изгнании не соберется в Москве, чтобы принять устав города и установить тарифы для общественного транспорта. Это же нереальный провал и позорище. По сути, единственная функция пропаганды сейчас заключается в том, чтобы объяснить людям, которые знают, что все плохо, что все на самом деле не до такой степени плохо, как им кажется. И вообще, в 1942 году еще не то переживали. И Кутузов, опять же, от Москвы вообще отступал. Так что, что там Херсон? Но не просто так выходит неловко. Ведь всем понятно. В феврале обещали новый 45-й, а теперь новый 42-й получился. Как-то не в ту сторону поехали. В феврале забирали Киев у наркоманов, а теперь намекаем, что Москву сдать тоже вполне себе вариант, потому что клоун и наркоман теперь тождественен покорившему половину Европы Наполеону. Как-то вот оно не клеится. И что хуже, все понимают, что не клеится. И те, кто говорит, и те, кто слушают. Куда это все будет развиваться, посмотрим. До завтра.